Настал еще один понедельник, 19 часов. Я напоминаю, что основная тема – это долголетие, здоровое, счастливое, интересное, со светлой головой, совсем на свете. И в прошлый раз Татьяна Панарина и Татьяна Болгова говорили о том, что лучше болезнь все-таки предупредить. И вообще предупредительная, да, медицина – это самое правильное. Лучше не заболеть, чем потом лечиться долго. Но, к сожалению, жизнь есть жизнь, и мы не можем вот прожить абсолютно правильную жизнь, на том мы и грешим постоянно. И поэтому, конечно, мы стараемся изо всех сил, ну, как стараемся? Стараются очень мудрые. Вот стараются, правильно питаются, правильно ведут образ жизни, все у них хорошо и правильно, и то все равно часто заболевают. А когда у нас ничего не болит, мы еще часто и забываем о том, что нужно предохраниться. И тем не менее, в прошлый раз мы говорили, что нужно делать, чтобы не заболеть. Говорили о взрослых, говорили, конечно же, о детях. А вот сегодня что нужно делать, если все-таки заболел? В какой момент? Как скоро? Потому что когда-то на меня произвела впечатление одна единственная фраза. Вот сейчас вспоминали, я не вспомнила и не успела посмотреть, за какое время, если кто-то сейчас знает эту цифру, пожалуйста, подскажите, буду вам очень признательна. То есть за несколько минут или за, потому что я не говорю про час, за час на сколько-то миллиардов размножаются вот эти болезнетворные бактерии. Если кто знает цифру, ребята, скажите ее, эту цифру. Ну так вот, представьте, как мы обычно делаем. Что-то где-то в носу засвербило, где-то слегка заболело горлышко. Что мы обычно говорим в этом случае? Мы говорим, ага, точно, наверное, я прихворнул, и вместо того, чтобы сразу, мгновенно что-нибудь сделать, ну, во-первых, это в аптеку еще надо бежать обычному человеку. Что мы делаем? Сейчас я доеду до дома, потом, когда приехал домой, сейчас покушаю, потом схожу в ванну, а потом уже что-нибудь выпью, намажусь или попарюсь, ножку попарю просто. За это время болезнь уже развилась вообще просто в неимоверных совершенно размерах, и в несколько раз сложнее будет с ней справиться. Поэтому чем быстрее, а в каком случае это может быть быстрее, если в кармане лежит какое-нибудь чудодейственное средство, да, дамы мои дорогие, уважаемые. Вот если оно в кармане, а у нас есть такие средства, и сегодня девочки вам покажут его. Если в кармане есть такое средство, то избежать можно очень многих проблем. Да, можно заболеть, но не будет осложнений или не будет так тяжело и долго проходить болезнь. И вот сегодня как раз об этих вещах будет идти речь. И с вами сегодня будут нутрициологи, эксперты по ароматерапии, Панарина Татьяна, а задавать вопросы ей будет, каверзные, я думаю, вопросы, Татьяна Болгова. Ну, давайте начнем с того, чтобы вы мне сказали, вы меня слышите хорошо? Поставьте плюсики, пожалуйста. Ой. А то я говорю обычно и вспоминаю только о том, чтобы спросить где-нибудь уже, когда все сказала. Угу. Угу, спасибо большое. А что касается, хорошо видно? Поставьте восклицательные знаки, например. Чтобы мы понимали, что все в порядке, чтобы ничего не отвлекало. Это только ради этого. Ага, спасибо. И еще, понимаете, когда работают профессионалы, иногда стесняешься задавать вопросы. А потом, когда эти вопросы приходят, а его уже нет, думаешь, что же я не спросила-то вот про это и про то. Когда будет Татьяна разговаривать, когда будет рассказывать, запишите, возьмите сейчас карандашик, запишите эти вопросы. И обязательно в конце у нас останется время для того, чтобы ответить. Общие вопросы, а если индивидуальные будут вопросы, вы всегда можете проконсультироваться с человеком, который пригласил, или написать нам, потому что внизу вы увидите анкетку, которую можно заполнить, и мы всегда будем рады, счастливы ответить на ваши вопросы. Итак, если заболел все-таки, что делать? Татьяна Панарина, вам слово. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья.
Да, нет проблем в том, что вы заболели. Самое главное, как протекает болезнь, как вы будете выходить из болезни. Вот это самое главное. И на прошлой нашей встрече мы с вами говорили о профилактике, о том, что входными воротами для любых инфекций являются слизистые носа. Так вот, когда на слизистой носа попадают болезнетворные патогенные существа, скажем так, вирусы, то если уровень здоровья хороший, сразу получает организм, дает иммунный ответ в виде слабости. Вот именно на этом этапе, если задуматься о своем здоровье, вот здесь как раз можно пройти путем, когда можно не разболеться, то есть уйти от всех ступеней, от всех стадий заболевания. Что же сделать на этом этапе, когда вы чувствуете, что вот она наступает слабость? И даже не у себя, а у ребенка вы видите, он начинает капризничать, чего-то у него там не так, чего-то там не получается. И вот то, о чем говорила Ольга Васильевна, вот бальзам альпийские травы, он должен быть всегда в кармане или в сумочке. Это первое, что вы, даже если вы почувствовали эту слабость где-то в дороге, где-то на работе, вы его достаете, промазываете слизистой носа, пазухи, носа, гайморовой пазухи лобной, за ушами, перед ушами там мелкие лимфоузлы, если это удобно, конечно, но, по крайней мере, пазухи носа вы можете всегда промазать. Дальше, что можно еще на этом этапе сделать? Конечно же, аромадиффузор. Мы помним всегда об аромадиффузоре. В этот момент какие эфирные масла хороши? Это цитрусовые, хвойные, пихта, можжевельник, купание среди лесов, композиция, ну и так далее. Аромакулон должен быть, ну, у кого-то должен быть, у кого-то кто-то не любит, по крайней мере, вы на платок можете накапать эфирные масла и положить платок в карман, и все равно они будут сохраняться, и можете время от времени дышать, холодная ингаляция. Еще об одном средстве защиты здоровья мы говорили с вами на прошлой встрече. Это чрезвычайно эффективный способ, который может использовать даже ребенок. В виде игры можно с ребенком это тоже проделывать, друг другу делать массаж стоп. Более 100 рефлекторных точек на подошве, и никогда не ошибетесь, никогда не сделаете неправильно, всегда будет эффект и будет абсолютная польза. На прошлой нашей встрече я вам давала несколько рецептов для промазок всевозможных. Я их потом вам напомню, а сейчас я вот вам покажу еще именно вот на этом этапе. Так. На этом этапе как раз, когда вы почувствовали себя не очень хорошо, одну секунду. Вот. Да что такое? Почему-то у меня убегает первый слайд. Не пойму. Сейчас, простите, сейчас еще раз. Не пойму, не получается. Не получается. Ладно. Значит, я вам напоминаю вот этот слайд, который мы смотрели и с вами записывали на прошлой нашей встрече. Вот здесь слева это рецепты для промазки мам. Это когда ребенок маленький, до года, младенец, она ароматерапирует сама и получает укрепление иммунной системы младенец. И вот здесь вот эти два рецепта, если сюда добавить
в каждой из них эфирное масло чайного дерева, то как раз будет очень даже хороший эффект именно вот на этом уровне, на уровне, когда вы заболели. И все-таки я еще раз сейчас попробую вернуться вот к этому. Но, боюсь, сейчас на весь экран открою, и вдруг он у меня опять пропадет, поэтому посмотрите вот таким образом. На 30 мл базы это для взрослых, на 50 мл базы это для детей. Вот как раз на том этапе начала заболевания очень хороший вот этот рецепт бронхолегочной системы, иммунитет, сохранение и поддержание энергии. И перед сном высокое качество сна. Вот такой рецепт. Не проговариваю все капли из-за экономии времени. Так. Ну так продиктуй, Татьяна, продиктуй. Продиктовать? Конечно. Не успеваете? Можжевеловая ягода 4, пихта 7, розмарин 7. Еще раз, можжевеловая ягода 4, пихта 7, розмарин 7. Это бронхолегочная система, иммунитет, энергия. Пачули 2, ладан 10, лаванда 6. Высокое качество сна, баланс всех систем. На 30 миллилитров базы. Я открою пока слайдов, Татьяна. Пока слайдов и сначала. Вот демонстрацию экрана. Демонстрацию экрана. Пока слайдов. Уже в презентации. Вот, идет. Слайд-шоу. И сначала. Тыкнула один раз. Сначала. Все. Нет, там все равно идет второй слайд. Ну, Это ладно. уже второй слайд. Ну, Ладно, все, я уже вам показала и рассказала про эти два слайда, и все равно хотела вас... Мы обещаем, мы отрепетируем, и будет все хорошо. Возвращаться все равно я собиралась вернуться к вам, я к вам вернулась. Мы сейчас проговорим еще об одном методе, о котором частенько забываем. Это ванночка для ног. Тепловая ванночка для ног. На том этапе, когда мы только-только заболеваем, чаще всего температуры нет. Поэтому тепловые процедуры проделывать, конечно же, можно. С 2 лет можно использовать этот метод. И очень хорошо, если ребенок переносит сухую горчицу, можно растворить сухую горчицу в воде. Если 2-3 года, это чайную ложку на 5 литров воды, и на эмульгаторах какие-то эфирные масла. Моя внучка любит масло 33 травы, она просто его обожает. И любит парить ножки, сидит, и еще и кричит: бабулечка, добавь горячей водички, ее не вытащишь из этой воды. Тем не менее, когда ребенок только начинает пробовать эту процедуру, 10 минут, потом можно прибавлять, минут 10-15 можно это делать. Не забывайте смыть горчицу тепленькой водой, если вы все-таки с горчицей это делаете, промокнули хорошим полотенчиком, мягким полотенчиком ножки и намазали стопы козьим маслом. Очень люблю козье масло, мы об этом тоже говорили, потому что оно аккумулирует тепло и протаскивает его далеко, глубоко. И одеваем носочки. Что можно еще на ступне? Крем-тимьян, конечно же, крем-тимьян очень хорошо работает. И любую иммуномодулирующую смесь тоже можно. Так, а уже более старшим деткам можно и 20, и 30 минут. Теперь, как часто это делать? Если это именно вот курсом для вот такого, для лечения, чтобы не разболеться, можно 2 раза в день до 5 дней делать, и все равно
будет эффект очень хороший. И, конечно же, одновременно на носогубный треугольник крем-тимьян или козье масло, иммуномодулирующая смесь, гайморов пазухи, лобной пазухи вокруг ушей, особенно когда ребенок, если засопел, то в обязательном порядке, пока из носа не течет, мы можем капать, капельки делать. Какие капельки? Тоже на эфирных маслах. Это чисто индивидуальный по возрасту, поэтому, если кому-то интересен этот вопрос, можете обратиться к тому, кто вас пригласил на этот вебинар, и индивидуальная смесь вам консультант Вивасан, конечно же, порекомендует. Значит, еще раз, пока не течет, а нос заложен, хорошо капать. Если потекло из носа, промазывать, массаж делать сверху. Это более эффективно. Далее. Одновременно, что мы еще делаем? Я говорю о том, не то, что надо делать, а то, что делаем мы. Это как бы испытано и опробовано на своей внучке. Обязательно подключаем экстракт грейпфрутовых косточек. Просто в обязательном порядке. Первый раз мы ей давали экстракты грейпфрутовой косточки, когда ей было от роду всего 6 месяцев. Она заболела, и это уже следующий, конечно, этап. Но, тем не менее, раз я упомянула об этом, я вам расскажу, если вы все-таки разболелись, да. И вот она у нас заболела, температура у нее поднялась 38,6. И мы давали ей экстракты грейпфрутовых косточек, в воде разводили красную ягоду, как раз полгода можно красную ягоду ребенку, чайную ложку на стакан воды. Из этого отливали немножко вот в этой небольшой емкости, ну, примерно в столовой ложке, разводили 1 капельку экстракта грейпфрутовой косточки и давали. И настолько она привыкла, что сейчас она, если она заболевает, она чувствует это, и она говорит: что вы мне даете просто воду, ну капните мне туда косточку. То есть как бы ребенок чувствует, и интуиция у ребенка развита, и вот запросто она ее пьет. Про красную ягоду я вам уже сказала. Еще такой момент был очень интересный, ведь иногда говорят, ну что, врачи-то выписывают не то, что нам бы хотелось, их что не вызывать, да вызывать, конечно. Если ребенок сильно разболелся, и вот в полгода, когда он заболел, температура высокая, это хорошо давать советы другим. А когда вот свой, он рядышком, все, отключается мозг. Вот в этот момент очень важно именно отключать сознание, что это твой родной комочек. И вот тогда уже будешь адекватно оценивать обстановку и адекватно будешь поступать. Конечно, мы врача вызвали, и слава богу, наш педиатр оказалась доктором креативным, понимающим и думающим. Она пришла, послушала, легкие чистые, хрипов нет, и выписывает, ну, то, что она должна выписать. Ну, и я, конечно, что, промолчу, что ли? Да нет, конечно. И я говорю, а мы это делать не будем. Почему? И я ей показываю, что делать. Она говорит, тогда, я почему это все подробно рассказываю, просто работа продукта видна. Она говорит, хорошо, тогда я через день к вам зайду. Вот она, когда через день зашла, она заново послушала и говорит, продолжайте так же. Но в этот момент как раз мы ее обмазали, сделали микроклизмы, и, видимо, про это я позже скажу, и, видимо, температура в этот момент пошла вниз, потому что она вся потная была. И вопрос был доктора, чем вы сбивали температуру? Да ничем, вот эти все промазки, эфирные масла, вот все, что мы делаем. Естественно, сменить одежду во все сухое и продолжать все это делать. Так вот, вот мы плавненько так перешли к тому моменту, если вы все-таки разболелись. Центр терморегуляции находится в головном мозге. И все эти реакции контролируются центральной нервной системой. Центральная нервная система, как только попадает вирус в организм, центральная нервная система дает команду организму поднимать температуру. Например, вирус гриппа погибает при температуре 38,6.
Будьте здоровы, Спасибо. Нина Кузьминична. 38,6. Вирус гриппа гибнет. И вот если поднялась температура 38,6, мы бабах тебе, нурофенчик. Температура падает. Кричим «Ура!». Но ура ли это? Хорошо, если организм справился и заново поднял температуру. Значит, иммунная система работает, она разбирается с тем, что происходит в организме, и борется вот с этой патогенной вирусом. Как раз осложнения бывают именно тогда, когда мы сбиваем температуру. 38,6 – первая установочная температура. Если присоединяется вторичная бактериальная инфекция, температура ползет дальше, и 39,4 – вторая установочная температура. И мы ее опять не сбиваем. Я говорю про себя. Как вы поступите? Это решение каждой мамы, каждой бабушки. Мы не сбиваем. Что мы делаем? Рассказываем. Да, да, вот мне хочется даже вставить, что иногда мамы, бывает, настолько волнуются, когда ребенка, потому что очень часто у детей бывают судороги. И даже иногда бывают судороги, когда 38 температура. Поэтому очень хочется, конечно, чтобы люди услышали, мамки, что в этом случае мы делаем. Татьяна Ивановна, скажите, пожалуйста, вот в этих случаях что мы делаем? Ну, если вы профилактировались, то организм при заболевании, конечно же, даст хороший иммунный ответ в виде высокой температуры. Что мы делаем? Про маски я сказала уже, мажемся. Если температура высокая, то смеси меняем. Если мы говорили при профилактике один день одна смесь, второй день другая смесь, то во время болезни от процедуры к процедуре меняем смеси. Причем делаем мы это каждые 2 часа. И если температура поползла выше, чем 38,6, микроклизмы, сейчас я дам вам 2 рецепта микроклизм, микроклизмы мы делаем каждые 1,5-2 часа. Конечно, дети не хотят эту процедуру делать. Конечно, они капризничают. Конечно, они плачут. И моя тоже, она тоже самое. Хотя она уже все знает, хотя она уже привыкла. Единственное, что она говорит: бабулечка, а ты мне попку подержишь? Да подержу, конечно, я тебе и попку. Вот. Все. Но если мы применяем вот тоже, и одновременно, еще раз повторю, одновременно экстракты грейпфрутовой косточки и какой-то мультивитаминный напиток, либо это красная ягода, либо черника, либо иммунфит, либо можжевеловый сироп, в зависимости от возраста, от симптомов, от потребностей. Лучше всего иметь 2 таких напитка и тоже их чередовать. И ацеролу еще хорошо тоже. Ацеролу, да, ацеролу увеличиваем до 6 таблеток в день. Можно увеличивать ацеролу коротким курсом, а дальше уже переходим опять по 1-2 раза в день. Так вот, что же происходит? Вот эти микроклизмы и промазывания – это не средство от температуры. Температура, она будет волнообразна. Выше, ниже, это нормально, это очень даже хорошо. Иммунная система работает. Для чего? Слышали, наверное, не один раз такую фразу: я так сильно болею, не могу оторвать голову от подушки. Да? Или ломит кости. Почему это происходит? Сильнейшая интоксикация. Вирусы, бактерии, инфекции, паразиты, все, что вселяется в нас, они выделяют в организм продукты жизнедеятельности, и идет сильнейшая интоксикация. Именно поэтому мы обязательно во время болезни подключаем, как вы думаете, какой напиток? Татьяна, какой напиток? Артишок. В обязательном порядке добавляем артишок. Кроме того, что эфирные масла снимают интоксикацию, артишок помогает все это тоже выводить, снимать интоксикацию. Эфирные масла не дают сбиться в работе центральной нервной системе, они снимают интоксикацию,
все противовирусные эфирные масла, они же антибактериальные. Именно поэтому не возникнет присоединение вторичной бактериальной инфекции, и значит не возникнет осложнения. Круто? Круто. Вот так работают эфирные масла. Так, я обещала Да, рецепты на микроклизмы. Вот посмотрите. К тем иммуномодулирующим смесям, которые я вам давала, вот еще 2 иммуномодулирующие смеси. Не буду диктовать капли, вы это видите на экране. Тань, видно? Да? Да, видно. Все, вот это вы видите на экране. Переписывайте, фотографируйте, сканируйте, время не буду тратить. Дальше, микроклизмы. Обратите внимание, цифры без скобок – это для взрослых дозировка. В скобках детям от 3 лет. Услышали? От 3 лет. Младенцам можно ли делать? Конечно, можно, но там другие рецепты на широкую публику, я не буду их выносить, очень маленькие детки, индивидуальная консультация с вашими консультантами, пожалуйста, рецептов просто море. И про промазывание еще вот для маленьких деток, вот этот в красном рецепт выделен, это когда появляется обструкция, когда затрудненное дыхание. И здесь вот этот рецепт очень хорошо работает. Я вот хочу еще сказать, был такой случай, это дома можно сделать составы, смеси. Мы вот отдыхали в деревне, и тоже случилась температура. И очень высокая температура. И, конечно, я осталась одна без родителей, и мне было страшновато отвечать за это. И у меня не было вот этих вот смесей. Я просто-напросто взяла на ложку столовую водки, капнула 2 капли лимона, 2 капли эвкалипта, и тоже самое промазала под мышками, под всеми суставами. И у ребенка прошла температура. И вот так я делала несколько раз. Это тоже очень хорошо помогает. И в таких вот условиях можно такие процедуры проделывать. Совершенно верно. Можно еще взять... Так, сейчас я выйду из показа. Еще можно взять масло 33 травы «Стронг», 5 капель на 100 мл теплой воды, не холодной, теплой воды. ХБшную тряпочку взяли, ХБшную салфеточку, и протираете, можно и руками, обтираете все тело, и наложить на лоб и на запястье можно тоненькие такие ХБшные полосочки, тоже можно. Очень хорошо, хороший такой эффект дает при высокой температуре, чтобы хоть чуть-чуть облегчить, значит, гель ПЦ-28. Можно тоже промазывать грудь, спинку, ступни, лимфоузлы. Напоминаю еще раз вам, что лимфоузлы нельзя тереть. Мы слегка промокательными движениями, вот так подмышечные, паховые. Вот это, и ребенок ощущает себя гораздо лучше. Еще вот такой вопрос. Очень часто при температуре очень сильные головные боли. Вот. Что вы посоветуете здесь? При головных болях, если у вас не готова смесь, то, значит, про смесь сейчас отдельно чуть-чуть скажу, вы прям на ладошку в чистом виде, без всякой базы, капаете, в зависимости от возраста ребенка, лимон, эвкалипт, мята по рукам и делайте массаж головы. Шею, вот здесь ямка под черепом, промазываете и массаж головы делаете. Можно взять деревянную расчесочку, как аром-расчесывание, и тоже по волосам все это тоже будет массаж. Если это младенец, то мяту там использовать, конечно, нельзя. Вот. И можно использовать, заранее приготовить спреи. Это называется аппликации на голову.
аппликации на голову. Аппликация – это не значит, что мы наложили, а именно массаж головы, спреи. Ну вот эти спреи, у меня был такой случай, потребительница приходила, у нее девочка 7 лет, очень сильно болела голова, и мы делали ей спрей. Но для 7 лет это одно, для 2 лет это другое. Поэтому рецепт вот такого спрея общий я, конечно, не буду давать, это чисто индивидуально. Вот. Но можно, конечно, ребенка вот как бы облегчение это может быть. Причем, понимаете, когда используете эфирные масла, болезнь-то она пока еще сохраняется, она проходит все свои стадии, а самочувствие меняется. Самое главное, самочувствие меняется. И опять про свою внучку. Она вот болела и подходит ко мне, говорит: бабуль, давай побегаем в догонялке. Думаю, ну все, температура, наверное, упала. Мерю 38,6. 38,6, она давай побегаем в догонялке. О чем это говорит? Эфирные масла, артишок, ну все вместе, это сняли интоксикацию, улучшилось самочувствие, бактериальная инфекция точно уже здесь не присоединится вторичная. Поэтому вот здесь как бы эфирные масла работают именно переносимость вот этих всех ступеней, всех этапов болезни, она будет лучше. Предупреждение, и уже сказал, поражение центральной нервной системы, поражение психоэмоционального состояния, и даже карцер предупреждается. Здорово работает. Еще такой вопрос. Обычно при таких заболеваниях ОРЗ болит ангина. Вот, а дети не могут полоскать горло. Как вы посоветуете здесь в этих случаях? Да, Татьяна, вы опередили меня. Я хотела вам тоже про это сказать. Сейчас поэтому у меня готов слайд. Я вам сейчас скажу про ангины. При ангинах, вот при ангинах видно, Тань? Да, да. Значит, при ангинах, если ребенок не может полоскать горло, мы используем капли в нос. Каким образом? Пока я говорю, вы переписываете вот этот рецепт, если он вам нужен. Обратите внимание, что внизу написано младенцам на 30 мл и без мяты. Остальным деткам на 10 мл по одной капле этих масел. Закапываете, опрокинув голову навзничь. Для чего? Для того, чтобы эта композиция стекала по задней стенке глотки, чтобы вам не лазить в рот и не промазать. Но, опять-таки, можно и промазывать. Бинтиком обернули чистеньким палец, в этой же смеси смочили и промазали там горлышко. Дальше компрессы на шею, на больное место. Компрессы – это не значит там целлофана и так далее. Опять-таки, как аппликацию нанесли вот эти 2 рецепта, здесь 2 смеси, деткам помягче здесь рецепт, нанесли на пальчики, нанесли аккуратненько сюда и закрыли теплым шарфом. Вместо этого компресса крем-тимьян с капелькой лимона можно использовать козье масло. Ну и сейчас вам скажу одну вещь, которую я вообще-то не собиралась говорить. Вот она мне в голову пришла, эта вещь. Мы испробовали, знаете, как вы думаете, какой продукт мы использовали на такую вот аппликацию на шею и на грудь своей внучки, и стопы промазывали? Как думаешь, Татьяна? Ну, козье масло. Релиф. Да. Кстати, я вот заметила. Там же такой мощный состав, но он очень жесткий. Для маленьких детей его использовать нельзя. Поэтому я не хотела говорить вам про него. На маленьких детях не надо эксперименты проводить, а на себе, любимый, пожалуйста. Очень хорошо работает эта композиция. Хорошо снимает кашель. Я заметила. Очень прям... Да. Да. Потом не забывайте про спрей.
Он же не только как профилактика, это продукт, который можно использовать круглый год. Это не только профилактика. Закашлял, засопел, на подушку, на платок ингаляции, пожалуйста, на плечо сюда брызнул, дезинфицировал комнату. Пожалуйста, это можно использовать, очень даже здорово использовать. Ох, артишок вам не показал. Вот он, артишок любимый стоит. Дайте хоть кто-нибудь артишочку. В 3 года девочка у нас ходила по квартире. И еще вот этот продукт хочу вам показать. Бузина. Когда сильный кашель, когда инфекция в организме, бузина, ну просто очень люблю я этот напиток, работает уникально, как отхаркивающее средство. И вот сейчас мы бузину используем чаще всего вместе с экстрактом грейпфрутовой косточки. Теплой водой разводим бузину, но у нас уже девочка большая, через 3 дня 6 лет будет, поэтому мы прям полстакана теплой воды, туда ложку столовую бузины и 3 капли экстракта грейпфрутовых косточек. Обратите внимание, я говорю про девочку 6 лет, то есть дозировки. И она пьет это с удовольствием. Очень хорошо, как отхаркивающее, как противовирусное, как мочегонная, а почки у нас являются выделительной системой, мочевая система. То есть вот эта вся интоксикация, которая снимается всем на свете, о чем мы с вами говорили, и бузина это еще тоже прогоняет. Но еще очень важно, бузина чистит лимфу, чистит кровь. Но нет такого продукта уникального, как вот эта наша бузина. Шикарный продукт. Вижу вопрос. Можно использовать БАД при высокой температуре? Если можно, то как? Конечно, можно. Вот эти жидкие, это тоже БАД. Ацерола, это тоже БАД. Конечно, можно использовать. А дальше уже по возрасту. У меня были такие случаи, когда взрослый человек говорил, что когда я заболеваю, я сразу выпиваю 2 таблетки бодрости на весь день. И 2-3 дня, и я здорова. Но это, видите, это каждый уже сам себе велосипед начинает придумывать вот это все. Но вот это все, что я называла, это относится тоже к БАД. Это в жидкой форме, это в таблетированной, в капсулированной. Да, капсулированная. Просто необходимо всегда в любом возрасте использовать, принимать омегу-3. А когда болеет ребенок, тем более, даже увеличивать дозировку можно в 2 раза омегу-3, когда болеет ребенок. Это тоже БАД. Я имею в виду бальзам альпийских трав. Конечно, можно использовать, чередовать промазки. Можно эфирными маслами, вот этими смесями, можно с бальзамом альпийских трав. Бальзам альпийских трав – это уже целая композиция. Конечно, можно ее использовать в обязательном порядке. И промазывать и носовые пазухи, гайморовые пазухи и вокруг ушей. Почему очень важно, еще хочу момент такой заострить, внимание на таком моменте, почему важно промазывать вокруг ушей, когда у ребенка заложен нос. У детей очень маленький слухоносовой канал. И если отек идет слизистой в носу, то он может по этому по слизистой слухоносового каналу уйти и в уши. Вот вам отиты. Поэтому очень важно с 2 сторон, и тут все это делать. Вот, ну вот как бы так, разошлась я, конечно, да, разошлась. Еще такой вопрос. Почему бывает такое иногда, что принимаешь и ароматерапию, и витаминные напитки, и все равно затяжная болезнь? Почему так бывает? Когда на ароме затяжной выход из болезни, это значит, что арома вытащила из вас что-то еще. А что она вытащила, вы никогда об этом не узнаете. К сожалению, и аромамасла тоже не расскажут об этом. Счастье, что мы не узнаем об этом, потому что очень часто там и герпесы, и стафилококки, и стрептококки. Все это вытаскивается, да.
И вот когда особенно это бывает, вот, ну, кто профилактируется, такого не бывает затяжного выхода. Это вот когда сбивается температура, да, и ребенок не болен, не здоров, а сопли до колен, и целую неделю вот это вот как бы вот так, именно вот такое, и выход из болезни с потерей энергии у такого ребенка и жизненных сил. А если мы на ароме, то оно как-то вот 5 дней чаще всего, бывает и за 3 дня. Но смотря какой вирус присоединился. Но 5 дней, да, температура плавает туда-сюда. А потом вот как бы обновленный, как бы очищенный изнутри ребенок выходит из этой болезни с сохранением жизненных сил и энергии. Ну, это же тоже круто. Иногда бывает так, что утром проснулись и все, и больше нет, но мы продолжаем все равно применять ароматерапию. Почему? Можете сказать? Еще несколько дней. Конечно, потому что какие-то остаточные явления все равно остались, и для того, чтобы укрепить сопротивляемость организма, иммунные силы, иммунную систему, чтобы укрепить. Нельзя прервать сразу. Даже если бы вы повели уже в сад, все равно вы утром намешали бузину с косточкой, дали ребенок выпил бальзам с собой, там туда-сюда намазали, спреем набрызгали, привели из садика, все то же самое, даже можно и ножки попарить, и все то же самое процедуру. Вопрос. Я имею в виду бальзам альпийских трав. Что вы порекомендуете при ротовирусной инфекции, рвоты высокой температуры? Бальзам альпийских трав при ротовирусной инфекции, ну, я не знаю, по крайней мере, в моей практике не было, чтобы бальзам альпийских трав спасали от ротовирусной инфекции. Как промазки, да, можно. При ротовирусной инфекции в обязательном порядке экстракта грейпфрутовых косточки и в зависимости от возраста можно дать в течение 3 дней ребенку эфирное масло фенхеля вовнутрь, в зависимости от возраста. Если ребенок маленький, то на крем тимьян, массаж живота по часовой стрелочке, опять с эфирным маслом фенхеля. Очень хорошо работает в этом, вот именно при ротовирусной инфекции. Но экстракт грейпфрутовой косточки в обязательном порядке надо. И если ребенок, ну, большой, ну, какой большой, даже в 6 лет, в 7 лет, мы можем разово дать подышать мятой. Она очень хорошо убирает тошноту, вот эти рвотные позывы. Но фенхель и экстракт грейпфрутовых косточек здесь в обязательном порядке. Ну, а бальзам альпийских трав при таком диагнозе, ну, не знаю, я не использовала, возможно, есть результаты, то поделитесь с нами, пожалуйста. 7 лет. В 7 лет запросто масло фенхеля можно давать. 6 лет Слишком жесткий, именно фенхель. Именно фенхель. Да, фенхель, экстракт грейпфрутовой косточки и артишок. И артишок. Ну, вот как-то так. Ну, и иммуномодулирующие смеси, тут от них никуда не деться, тут в обязательном порядке. И если высокая температура, если в 7 лет, если мальчик, то, ну, в основном не даются давать микроклизмы. Значит, частые промазки в обязательном порядке. Менять смеси от процедуры к процедуре. Ну, если какие у вас есть еще вопросы, задавайте. А еще бы очень хотелось, чтобы вы задавали нам темы. Вот. Кого что-то интересует, вы пишите. Пишите к нам в чат, и можете нажать на иконку, которая справа внизу. Вот. И там можете выбрать любой способ, как с нами связаться, через соцсети, и задавать вопросы напрямую, и предлагать нам новые темы. Спасибо за внимание. Игорь, есть вопросы у нас? Да, Игорь, может быть, какие-то вопросы в соцсетях сейчас есть? Не видите ничего там? Нет, вопросов нет. Ну, я тогда подвожу итог. Итак. Танюш, а можно вот, да, вот про итак как раз очень хотелось. Знаете что, если про итак, давай разделим, ну, на какие, вот взрослые. Этап
когда вот что-то вот как-то не имется, что-то как-то чувствую себя непонятно, слабость, что-то не так. Что нужно в первую очередь схватить? Что должно быть в кармане? Когда засвербило в носу или слегка какое-то вот чувство некомфортное в горле, например, или там ухо где-то стрельнуло. Что должно быть в первую очередь? Да? Что должно быть под рукой? Иначе говоря, что в кармане? Бальзам альпийских трав в кармане Раз. в обязательном порядке. Спрей в сумке, в карман не поместится, наверное. В сумке в обязательном порядке. Ну, я так условно, карман это Да, как... да, вот это всегда у меня в сумке. Какое состояние моего здоровья, неважно. Это у меня всегда в сумке. Что у меня есть еще в сумке? Либо масло мяты, Точно. Всегда. либо какая-то смесь, сделанная с участием мяты, ну, сердечная смесь, я так ее называю. Это в обязательном порядке. Мало ли что. И как вы только пришли домой, раз у вас тут засвербило, масло 33 травы на сахар и прососали. Не, я настаиваю, до дома еще не дошли. Вот только началось, ребят. А теперь вот профессионалы, заткните уши. Теперь я хочу вот что сказать, что я делаю. Есть, у меня всегда мята, у меня всегда чайное дерево, всегда в сумке лежит. У меня всегда бальзам альпийских трав, но вот не всегда бывает спрей. Лень носить иногда бывает. Но что сразу? Вот просто что-то почувствовал. Доставайте бальзам альпийских трав, слегка промазали, в нос внутрь, можно сверху вот здесь за ушками, вот здесь вот горло. И еще один пункт. Оно еще очень вкусное. Его можно намазать на зубы, оно проглатывается прекрасно. Это прям вот первое, что. Если уже когда едете, может быть, в маршрутке или где-то еще, вот она мята, для того, чтобы и себя защитить и людей защитить от себя любимого. Да? Танюш, теперь, если у ребенка температура, первое что? Первое, если у вас не готовы смеси для микроклизм, вы, по крайней мере, облегчаете ребенка иммуномодулирующим смеси, они должны быть всегда у вас готовы. Убираем умные слова. Итак, То убираем... есть композицию на базовом масле из эфирных масел композиция должна быть обязательно. Вот Всегда 2 вида, по крайней мере, чтобы их чередовать применение. То есть Дальше. у нас должно быть чистое эфирное масло. У нас должно быть готова композиция эфирных масел в закрытом пузыречке. Да? В темном закрытом пузыречке. Угу. Дальше. У нас должно быть еще какие-то витаминчики стоять, например, ацерола обязательно. Там, если бодрость, значит бодрость. И что-то. У меня всегда из сиропа стоит красная ягода. Красная ягода, можно иммунфит, шикарнейший сироп, да. И гель ПЦ-28, Угу. облегчать состояние ребенка при температуре или себя любимой. Да, вот это должно быть обязательно. Вот как раз Жанет тут спрашивает, для домашней аптечки в сезон ОРВИ. Это как раз все, что мы сейчас перечисляли. Обязательно должно быть чайное дерево, лимон, должен быть эвкалипт, должен быть... Вы не представляете просто, что может эвкалипт. Ну, это уже совсем другая история. Не буду даже начинать. Да. Ну, я еще повторю, температуру снимает очень быстро лимон и эвкалипт вместе. Да. Масло 33 травы. Или масло 33 травы тоже снимает быстро температуру. Да, вот это. И, конечно, экстракт грейпфрутовых косточек. В обязательном порядке он должен быть дома. Промыть нос, прополоскать горло, принять вовнутрь. Все это должно быть в обязательном порядке. Ну и у кого дети, обязательно должно быть либо козье масло, либо крем-тимьян. Еще тут один вопрос у нас есть. Как быть, если заболела кормящая мама? Наташа, еще раз показываю в ответ на этот вопрос. Вот. Так, где это для кормящих мам? У меня
было. Вот, для мамы. Вот, обратите внимание, видно, да? Да. Вот, обратите внимание, на 30 мл базы для мамы 2 иммуномодулирующие смеси. Это будет хорошо и маме, и ребенку. Он тоже будет это дышать и воспринимать. Смеси чередовать от раза к разу. Конечно, ей можно, кормящей маме, пить и экстракты грейпфрутовых косточек, и мультивитаминные вот эти напитки все ей можно, и ацеролу ей можно, и можно вовнутрь масло чайного дерева. Я говорю об эфирных маслах завода Александр Ароматик, если кто-то слушает. Да, все это понятно, да, Татьяна, Да. спасибо. Вот эти очень хорошие 2 вот эти смеси именно для мам. И они работают очень хорошо. Спасибо. В общем, и так. Засопели, заболели, намазались, напарились, подышали, набрызгали, включили. И все, и будет жизнь хороша, и жить хорошо. Я вам желаю всем здоровья. И вам, и родным, и близким, чтобы все было хорошо, чтобы вы до весны дожили с хорошей энергией и с высоким уровнем здоровья. Спасибо большое, Татьяна. Конечно, здесь очень много рецептов, и запомнить все очень сложно. Тем более человек устроен таким образом, что если сию секунду не нужно, ну, как-то оно не запоминается. А когда что-то необходимо, никак вспомниться не может. Поэтому здесь вы можете быть спокойны. Вы всегда найдете ответ, если вы задаете вопрос нам. И когда вы смотрите, или вы смотрите у своего консультанта, те консультанты, которые вас пригласили, уверяю вас, они владеют информацией, очень и очень большой информацией. И все эти рецептуры, которые нам дают профессионалы, мы все это аккуратненько записываем и складываем. И здесь я хотела бы поблагодарить Татьяну Панарину, Татьяну Болгову за ее вопросы. Всех участников большое вам спасибо. Если нас слушает кто-то, кто мало знает, это компания Vivasan. И эфирные масла, о которых мы говорили в компании Vivasan, который для нас готовит швейцарский завод Александр Ароматика. И вот здесь я недавно буквально услышала: ой, да пойдите купите в аптеке за масло чайного дерева. И я вспомнила, как несколько лет назад Томас Гетфрид, президент нашей компании, сказал следующее. Вся прелесть и весь ужас эфирных масел в том, что любое эфирное масло проникает сквозь кожу, все слои кожи, достигая клетки. Почему ужас? Потому что если плохо очищенное эфирное масло, то все взвеси, смеси, ненужные ингредиенты, они тоже попадут в организм. Поэтому нужно очень тщательно относиться к качеству и к очистке этих масел. Пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы. Пожалуйста, пишите нам темы, которые хотели бы вы услышать. И я хотела бы проанонсировать, где-то с октября мы будем проводить марафон, где будут участвовать только врачи. Врачи, которые, конечно, разговор будет о ковиде, куда же без него сейчас, на сегодняшний день и на ближайшие годы, это, похоже, самая главная тема. Но кроме того, что ковид сам по себе, не сам по себе опасен, он хватает за слабые места. А значит, люди, у которых хронические заболевания, на что они еще должны обратить внимание, и об этом будут говорить врачи. Пока мы готовим это, но будьте готовы, это будет интересно. Врачей будет сейчас пока, по моим подсчетам, где-то минимум 10 разного рода, разных специальностей докторов, но это только вот начало. Я думаю, что их будет значительно больше. А это будет и рекомендации, это будут и результаты, которые получили при рекомендациях своих докторов.
Вот. И, конечно, можно будет задать любой вопрос и получить уже совершенно такой профессиональный ответ. Оставайтесь здоровыми. Спасибо, что были с нами. До следующего понедельника. Живите долго и счастливо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.